Привет, друзья! Сегодня мы разберем самые обсуждаемые события в Германии и начнем с того, что автомобильные гиганты переживают непростые времена. Но это лишь часть новостей. В экономике Германии замедление роста рабочих мест и снижение занятости в производстве. В транспортной сфере громкая отставка главы крупнейшего железнодорожного оператора. В личных финансах немцы отказываются от наличных, а в политике 100 дней работы новой коалиции уже приносят серьезные разногласия. Я разберу и то, какие доходы получает председатель Бундестага, как меняется система социальной помощи и почему в Европе обсуждают будущее искусственного интеллекта. Все эти новости связаны и отражают общее направление, в котором движется Германия. Оставайтесь до конца, и у вас сложится полная картина происходящего. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не упустить самые важные новости и аналитику. Итак, немецкая автомобильная отрасль переживает трудные времена, но говорить о критической ситуации пока рано. Несмотря на ощутимое падение прибыли, крупнейшие автоконцерны продолжают приносить миллиарды евро. Например, Mercedes-Benz получил за первое полугодие около 2,7 миллиарда евро, хотя это значительно меньше прошлогодних 6,1 миллиарда евро. Аналогичная ситуация и у Volkswagen, BMW, Porsche и Audi. Убытков нет, но прибыль ощутимо сократилась. Эксперты считают, что этот кризис многогранный. Во-первых, например, во время пандемии автопроизводители получали сверхвысокую маржу, в том числе из-за дефицита микрочипов, и привыкли к легким доходам, которые не могли повторить. Во-вторых, это стратегическая ошибка, медленная реакция на электромобили. В Китае немецким брендам все сложнее конкурировать, и они теряют доли рынка. Кроме того, действует давление американских пошлин на импорт. Также эксперты отмечают, что слишком большие средства уходят в разработку без заметного эффекта. Необходимо упростить производственные и исследовательские процессы и снизить свои затраты. По мнению представителей профсоюзов, таких как IG Metall, трудности ощутимы, особенно среди поставщиков. Они сталкиваются с сильным давлением, и некоторым компаниям будет сложно удержаться на рынке. Тем не менее, надежды есть. В сегменте электромобилей дела постепенно улучшаются, компании упорно инвестируют и ожидают, что долгосрочные результаты оправдают эти усилия. Рассматривается также возвращение к активности на китайском рынке и поиск мест партнеров, а более гибкая структура и оперативность – это та важная предпосылка восстановления. В целом, несмотря на новые трудности, немецкий автопром находится далеко не в положении, которое можно назвать критическим, однако для возвращения прежней силы ему потребуются реформы, адаптация к новой реальности и нацеленность на будущее. А дальше еще интереснее. Согласно статистике, количество работающих практически перестало расти. Во втором квартале этого года число занятых увеличилось всего на 10 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это минимальный прирост с той работной лихорадки, назовем это так, с середины 2022 года, когда было создано около 679 тысяч новых рабочих мест. Общее число занятых в апреле-июне осталось почти неизменным, около 46 миллионов. С поправкой на сезонные колебания прирост составил лишь примерно 7 тысяч человек. Совокупный объем отработанных за квартал рабочих часов опустился на 0,5% до примерно 14,4 миллиарда. Средняя выработка на одного работающего снизилась до 315,4 часов. Но в производственном секторе и строительстве наблюдается сокращение. Число занятых сократилось на 141 тысячу, это минус 1,7%, и на 21 тысячу, минус 0,8% соответственно. Потери в этих отраслях были компенсированы ростом занятости в сфере услуг. Там появилось 178 тысяч новых работников по сравнению с прошлым годом. И это еще не все. После 8 непростых лет на посту генерального директора крупнейшего железнодорожного оператора он покидает должность досрочно. За время его руководства ситуация только ухудшилась, поезда стали еще менее пунктуальными, а финансовые потери хуже. В ответ на это новый министр транспорта принял решение заменить главу компании. До конца срока его контракт исполняется, но его полномочия будут завершены раньше срока. Парламентские партии приветствуют это решение и выступают за глубокие реформы. Как вы знаете, последние года для компании стали ударными, бюджет на инфраструктуру был недостаточно инвестирован, что и привело к постоянным сбоям и недовольству со стороны пассажиров и персонала. Необходимо кардинально пересмотреть управление и вложения.
предложение. Коммерческий гендиректор компании совместно с внешним кадровым агентством займется поиском преемника. Планируется представить нового руководителя уже к концу сентября. Союз машинистов отметил, что уход нынешнего главы стал результатом накопившихся проблем управления и требует более глубокой трансформации. Говоря о необходимости реструктуризации финансовых потоков, модернизации инфраструктуры и пересмотра организационной структуры компании. Без комплексного подхода простая смена лидера не исправит ситуацию. Таким образом, в управлении железнодорожным оператором накопилось множество проблем: постоянные задержки поездов, износ линий, систем, нехватка кадров и медленное принятие решений. Новое руководство должно не просто исправить текущее положение, но заложить основы устойчивой и современной трансформации системы. А дальше новости о личных финансах в Германии. Согласно результатам опроса, наличные перестали быть предпочтительным способом оплаты, как в повседневной жизни, так и в поездках. Лишь около трети опрошенных по-прежнему рассчитываются купюрами и монетами в магазине, в том числе во время путешествий. Для сравнения, летом 2023 года большинство заявляло, что для покупки на 20 единиц валюты за границей они предпочитают именно наличные. Сегодня лишь около 34% сохраняют такую привычку. Оплата картой теперь доминирует. В повседневной жизни карточным способом предпочитают расплачиваться, внимание, около 51 респондента. Из них примерно 30% используют традиционные банковские карты, около 12% дебетовая Visa или MasterCard и еще около 9% отдают предпочтение кредиткам. За границей доля карточных платежей оказывается еще выше. Внутри валютного союза это около 55%, а при путешествиях за его пределы чуть больше 56%. По словам эксперта, такая динамика свидетельствует, что предпочтение давно изменилось, карточные способы оплаты стали приоритетным как дома, так и в поездках. И еще интересная новость только о финансах депутата в Бундестаге. Юлия Клёкнер, напомню, которая с марта 2025 года занимает пост председателя Бундестага, и для сведения замечу, что это второе место в протокольной иерархии Германии, получает достойное вознаграждение. Ее месячное пособие состоит из нескольких частей. Внимание! Основная часть, двойной размер стандартной выплаты депутатам, составляет сейчас примерно 23 667 евро. Плюс к этому она получает около 5350 евро в виде компенсации расходов и дополнительную выплату около 1000 евро за выполнение обязанностей. Таким образом, суммарно выходит порядка 30 тысяч евро в месяц. Большая часть этой суммы, около 24 600 евро, облагается налогом, а компенсация расходов в размере примерно 5350 евро, как и должно быть, освобождена от налогообложения, если действительно направлена на нужды депутатской деятельности. Кроме того, в сравнении с ней заместители председателя парламента получают меньше. Их основное вознаграждение составляет около полторакратной выплаты депутатам, то есть примерно 16 840 евро в месяц, плюс аналогичная компенсация. Законодательством четко установлено, что председатель парламента получает именно такую двойную выплату, заместители половину выше стандартной, а компенсация для всех участников, то есть на канцелярию, жилье и в столице, поездки и иные необходимые расходы. Клёкнер не имеет дополнительных доходов на текущий момент и активно подчеркивает необходимость сохранять прозрачность и независимость в публичной должности. А дальше политические новости Германии. Прошло 100 дней деятельности новой коалиции под руководством федерального канцлера Фридриха Мерца. Партнеры сталкиваются с заметными разногласиями, прежде всего вокруг важных кадровых решений. Назначение 3 судей в Конституционный суд было отложено. Кандидатуру, предложенную одной из партий, не поддержала другая. В результате последовала замена и впереди новый раунд согласований. Его исход после межсезонной паузы может определиться, если у коалиции прочный будет фундамент. Кроме того, правительство столкнулось с бюджетными трудностями. Нужно одобрить текущие и будущие государственные бюджеты, но средства ограничены. Один из коалиционных министров призвал коллег сократить желаемые статьи расходов. Каждому придется отказаться от части планов. Дефицит бюджетных ресурсов уже называется финансовым затруднением. Прогнозируется, что к концу периода может образоваться значительный разрыв в финансах. Также уже запущена реформа по новой системе социальной помощи.
Она должна снизить расходы, но одновременно вызывает недовольство у представителей правящей партии и вызывает опасения у экономистов о последствиях. Особое напряжение нередко возникает и из-за различий во взглядах на вопросы здравоохранения. Многие страховщики испытывают финансовое давление, а идея по реформированию системы разнятся, что добавляет поводов для внутреннего трения. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.